степень вот этой эскалации. Мы сейчас видим, как она растет. Удары наносятся очень болезненные. Каждый день погибшие, вот сегодня в Украине траур, 30 человек. 30 человек. Достали там 20, а Зеленский уже был там, на руинах, и рассказывает, что Путин его физически боится, чтобы договариваться. И вообще, говорит, А остров... когда белорусские дети погибли в автобусе, который ехал через Брянскую область, в Украине тоже траур объявляли? Ну, там В дети, Беларуси, там в дети не Беларуси это погибли. вообще не участвует в войне. Там дети не погибли в После Беларуси. В гибели Беларуси погибла женщина беременная и получили ранения. Дети, вот та футбольная команда, которая ехала. А вот буквально вчера был атакован еще один рейсовый автобус из Минска, тоже туда на юг. Ну, там 2 водителя не погибли, но все равно. В общем, белорусы говорят осторожнее. Осторожнее, потому что... Да, не ездите, не ездите. Да. Гибнут везде, в России тоже гибнут. У нас вот в Подмосковье погибла позавчера семья там с младенцем. Беспилотник упал прямо на дом, и погиб полугодовалый мальчик. Мать его, там, у нее ноги оторвало, по-моему. Я к чему? Я к тому, что эти же моменты нужно останавливать, а все такие благочестивые только говорят о том, что зуб за зуб, там, кровь за кровь. И от Зеленского, от самого мы слышим только что. Будем отвечать, а Россия тоже будет отвечать. Вот доотвечались до того, что 150, уже под 200 АЗС нет на территории Украины. Но все очень радуются, когда в Новороссийске сегодня закрыли свободный доступ к продаже бензина. То есть мы видим, как это вот по спирали, выше Ну, и выше. европейцы, которые льют крокодиловые слезы по этому поводу, очень этим довольны всем. Еще раз говорю, гуны, готы, славяне убивают друг друга, значит, Риму спокойней. Принцип один и тот же. Что? Принцип, то, что было 1500 лет назад, то и сейчас примерно то же самое, поверьте. Что, исходя из этих принципов, ведь мы видим, как история делает такой интересный кульбит, да? С поляками вроде дружили, сейчас вот опять начали ругаться, причем там на идеологической почве. У нас даже отдельные политики так есть такие. Никита Потураев, он заявил сегодня, говорит, вот Польша, когда предает украинцев, сразу теряет свою государственность. Задумайтесь, учите уроки истории. Поляки говорят, нет, вы учите уроки истории. Ну и начинается. Украинцы и поляки – это исторические враги. В истории украинцы, собственно говоря, возникли как украинцы – это казачество, казацтво. Украинство – это казацтво. Основа украинства – это казацтво. Казаки – это именно те, кто разрушил Речь Посполитую в нескольких войнах. И украинский национализм – это предельно враждебная польскому государственному национальному самосознанию вообще идеология. Бандера, напомню, сидел в 30-е годы за участие в убийстве министра внутренних дел Польши, если мне память не изменяет, в тюрьме. И вообще Коломыц, там, и все Медведь и прочие, ну, мягко выражаясь, они с поляками, в общем, не дружили, если не сказать жестче, были просто устраивали геноцид польского населения, особенно ОУН. УПА, на мой взгляд, тогда даже не существовало еще. У УПА была маргинальная организация, а ОУН, а Зеленский недавно перезахоронил останки главного ОУНовца, если... Правильно ведь, да, я говорю? Да. И как должна это Польша воспринимать? Нет. Вот интересно даже, какие вообще претензии к полякам? Поляки, конечно, тоже не ангелы, там, себе на уме, и армия Краева тоже там много чего делала, понимаете? Но, в общем, системного... Но во время войны, что у поляков не было, поляки действовали с позиции польской государственности. Как ее не считая? Вот они считали, что Западная Украина, там Львив, Тернопиль, да, значит, и Брест, и до Лиды, значит, Беларусь – это Польша. Вот, допустим, сестра моего деда в Западной Белоруссии, она была убита поляками. В 1942 году ее мужа и еще несколько белорусских семей, значит, в Западной Белоруссии, деревня Щербово-Каменецкого района, там убили. Там знают командира этого отряда армии Краевой, который это делал тоже. Но я не оправдываю, так что у меня свои счеты к этому, понимаете, делаю.
И они были убиты только за то, что были белорусами. Там Западная Беларусь, там такое белорусско-украинское, знаете ли, население, там даже язык такой особенный. Но поляки полагали, что они действуют от имени государства. Армия Краева – это была как бы армия, которая действовала от имени польской государственности, которая временно оккупирована. А украинские националисты, которые действовали, вот эти вот ОУНовцы там и так далее, они действовали от имени кого? Они действовали от имени просто национализма и занимались истреблением, этническими чистками, истреблением польского Ну вот населения. украинцы считают, что россияне сейчас истребляют украинцев. Ну, так рассказывает пропаганда, так это, в принципе, видится и в новостях. На этом играет Зеленский. Очень многие руководители России, в том числе военных структур, это уроженцы Украины. Даже вот тот, кого пытался как бы убить, Алексеев, он уроженец села Винницкой области, зам руководителя ГУ ГШ РФ. Поэтому вы уж посмотрите, там в Украине, там многие и не украинцы совсем в главе Украины, понимаете. Это да, то, что не А у украинцы, нас очень замечают все. многие, в том числе во власти, Матвиенко, по-моему, в Шепетовке родилась, если мне память не изменяет, оттуда родом, Валентина Ивановна наша. Многие родом с Украины, поэтому я даже и не знаю. Мединский, по-моему, тоже с Украины, его корни оттуда, если мне тоже память не изменяет. Поэтому Но вы не ответили на вопрос, кто с кем должен договариваться. тот, кто Получается, воюет, получается кто воюет, Россия, тот и Россия должен и договариваться. Европа. Получается вот так. Ну, я считаю, такой треугольник будет. Россия, Европа и Украина. Просто России надо туда дополнить четвертого. США был бы идеальным четвертым участником. Потому что США, как говорится, настроены антиевропейски, и США не заинтересованы в таком укреплении Европы. Вообще, даже рядом не заинтересованы. Поэтому Россия и пытается туда затянуть США. А США, они же не гуманитарное общество, чтобы всем помогать, понимаете? Они говорят, да, мы готовы там участвовать, но какая цена? Какая цена? Вы готовы? Трампу плевать, воюют между собой Россия и Украина, не воюют, да ему все равно, Нет, поверьте. подожди, ну а Европа к ноге хозяина? Нет больше никакого хозяина у Европы. Нет. Речи больше об этом не идет. Речь идет о том, что Европа или она станет очень сильной, что для Америки будет представлять угрозу, потому что никакого единства там западного мира сегодня оно есть, а завтра нету, понимаете. Или она не станет сильной, а будет просто большой. Большой, но не сильный, или большой и сильный. Вот Америка не хочет, чтобы Европа стала большой и сильной. Она хочет, чтобы Европа стала большой, но чтобы в ней были внутренние там проблемы, там альтернативы для Германии, там левые, там, не знаю, Ле Пен, Меланшон, ну и так далее. Мне кажется, что... Ну, то есть, это мне не кажется, я уверен, что если кого США и видит своим главным оппонентом и конкурентом стратегическим, то это, конечно, Европа. Потому что всегда Америка возникала как антиевропа. И Америка дважды пришла в Европу в 20 веке после Первой мировой войны, но она как бы тут не задержалась, ее попросили очень быстренько. Несмотря на прекрасные речи Вудро Вильсона о праве нации на самоопределение, ему тут ничего не позволили сделать в Европе, и в итоге Америка даже в Лиге наций не участвовала. Лига наций была чисто британско-французским таким мероприятием. После Второй мировой войны, когда американцы уже высадились тут и уже разбомбили все на свете, конечно, и уже остались, уже создали военные базы, конечно, они тут уже прописались, как казалось, так по-настоящему. Европа уже не рыпалась. А после 91 года, когда они еще и на Балканах прописались, еще Югославию, как говорится, приготовили себе на ужин, да, и там создали свои военные базы. Казалось бы, что американцы тут навсегда. Но европейцы, еще раз говорю, не надо их недооценивать. Европейский Союз – это проект масонского сообщества Великого Востока, который не ухватишь. Вот Урсула фон дер Ляйен, она кто? Она немка? Кто? Она Да, немец? да. Нет, она не немка, она европейка. Она какая-то вот... Я считаю ее выдающимся политиком. Она смешная, у нас там привыкли ее полить грязью. Слушайте, но она выигрывает, она вот движется поступательно, просто как танк такой, медленно. Ну, я Так а вижу что, европейский... подождите, а что она выиграла? Что Урсула выиграла?
Да, по крайней мере, внутри Европы Ну все что, вот ну подождите, гудатеры, вы говорите, давайте... Орбана, А они убрали вы видите... Орбана. подождите, ну Хорошо, они контролируют выделение финансов. пришел Раньше для мадяр, выделения денег который Украине, хуже Орбана, потому что он раньше моложе и кто? дерще, мадяр. Потому что, да, Не-не-не. он сказал, не, Мадьяр ребята, просто... Нет, не хуже Орбана. вы слышали его речь про Урсулу? Мадяра. Орбан был американским ставленником. Орбан был партнером Трампа. Это американское. А Мадьяр – ставленник католической церкви. Мадьяр – выпускник юридического факультета католического университета в Будапеште. Это разное. Католическая церковь – это оппонент Великого Востока. Но это европейская сила. Католическая церковь, Ватикан находится на территории Европы. Орбан, его папочка, сидел в Вашингтоне, условно говоря, понимаете? А Мадьяра сидит в Ватикане. И это все равно внутриевропейские дела. Европа состоит из 3 центров влияния. Это на плоскости, вот то, что создает управленческую бюрократию, это Великий Восток, это Франция. То, что работает с душами и сознанием элиты, понимаете, этот рационалистский клуб в Лондоне, король Карл, то все хотят как бы выпить чай с королем, грубо говоря. Понимаете, почему это так важно, никто объяснить не может. Ну, понятно, потому что это как бы вот как бы тебя делают там. Вот Абрамовичу, когда позволили купить Челси, Роман Аркадьевич прямо светился весь от счастья. Понимаете, а Челси – это королевский клуб. Значит, Да. допустили как бы в приемную туда к самому как бы принцу Чарльзу. Это не просто, а это ого-го, как было важно. А всего-навсего ему позволили потратить огромные деньги, которые он потерял по итогу. И третье – это католическая церковь, которая работает которая не контролирует всю Европу, разумеется, католическая церковь, потому что там протестантские страны и так далее. Но в целом Польша, Венгрия, Италия, Южная Европа, Средиземноморье, во Франции очень сильные позиции. Германия, предпоследний был немец. Католическая церковь – это старый, древний даже центр политический, который претендует на власть в Европе и всегда оппонирует тому, что так или иначе носит контуры имперства. И неважно, это Фридрих II Гогенштауфен, там, который сидит на Сицилии, в Палермо, либо это либералы, там, Урсула фон дер Ляйен. Это совокупность бюрократов Европейского Союза, это такая же имперская идея политическая, да, контроля, которая также оппонирует власти пап и идеям папистов о том, что как бы вся Европа – это их духовное чадо, даже там лютеране, протестанты и даже пидорасы, которые давно уже там забыли про Христа, это все равно их овцы, которые как бы вот вышли из ограды церкви. Сегодня очень интересный момент был, когда Италия... И это Мадьяр, Мадьяр представляет собой католическую церковь. Это очевидно. Он разорвал Урсулу. Он сказал, ты кто такая? Кто тебя выбирал? Пошла вон отсюда. У меня вот, я мадьяр, у меня вот венгры. Это было вот совсем несколько дней назад. Перехватывает речь. Просто потому, что они очень боятся. Орбан ведь эту партию патриотов в Европарламенте активно создает. И для того, чтобы забыли про Орбана, нужен вот мадьяр, понимаете? Да. У меня вопрос. А с кем России проще договориться? Россия – это же тоже Европа? Или уже нет? В Европе с Ватиканом. Ватикан будет договариваться с Россией. Через Ватикан. Сегодня очень интересный момент. Сегодня Италия выступила против санкций Европейского Союза на РПЦ и патриарха Кирилла. Ну, то есть конкретно. А все так озартачились, а чего вы? Италия говорит, нет, говорит, мы против, нельзя. Италия и Болгария. Ну, потому что Италия там, да, там тоже очень силен Великий Восток. И Италия как государство создавалась масонами. Там граф Кавур, Гарибальди. Герцен же описывает, что Гарибальди ему сказал, по-моему, что он там 14 степени масон. Ну, естественно, это было так. И долгое время элиты, которые создавали итальянское государство, включая Савойскую династию, были врагами папы. И, собственно, Ватикан вот стал малюсеньким. Огромная папская область стала малюсеньким Ватиканом именно тогда. Но с тех пор много воды утекло, и был конкордат, который Муссолини заключил там с папой.
значит, о взаимоотношении Латеранский конкордат 26 года, и много чего еще было. И сегодня, конечно, в Италии Ватикан значит очень много для итальянских элит, которые тоже вполне европейский, вполне Великий Восток, такой итальянский вариант, да, но в целом они находятся под очень сильно прислушиваются к Ватикану, потому что это для Италии крайне важно. Мгм. А, Друзья, пожалуйста, пишите свои вопросы в чат трансляции. Еще одну тему, которую я хотел с вами обсудить, но это, конечно, начавшиеся похороны аятоллы Хаменеи. Причем они будут длиться несколько дней. У меня самый главный, наверное, вопрос. Ну да, уже все посмотрели, все видели эту картинку. Российская делегация, там, одной из первых прибыла. Медведев возглавил делегацию, попрощались с Хаминеи. У меня вопрос главный. Вот сейчас похороны пройдут и с открытым забралом да по новой, так что искры летели. Или это знак того, что война закончилась, аятоллу, ну, в общем, проводили, и дальше все-таки будет вот этот вот новый мир на Ближнем Востоке, где-то успешный для Ирана, где-то успешный для Китая, где-то, возможно, даже успешный для США. Но абсолютно конфигурация всем уже понятна, раз эти похороны пышные прошли, и дальше уже можно жить, поживать и добра наживать. Или все-таки эскалация? Вот сейчас мечутся многие, не могут понять. Там как раз чемпионат мира по футболу и празднование закончится 250-летия Америки. А вот в Иране похоронят Хаминеи, ну и тогда можно новый круг. Ну, во-первых, эти похороны могли и не быть, потому что вообще по исламу надо хоронить прямо сразу. Да. Значит, эти похороны являются политическим и символическим действием, которые представляют Иран как иной полюс по отношению к Западу. И Иран является лидером сопротивления глобальному Западу. Причем иранцы, они совершенно как бы не... Я исламистов имею в виду, те, кто во главе Ирана. Они не являются какими-то такими прям вот антизападными, там, ненавидят Европу. Так невозможно просто сказать. Они просто настолько уверены в том, что они являются носителями истины религиозного уровня, и вообще рассматривать иранское государство, вот это Вилаят Факих, Исламскую республику, с точки зрения европейских обычных государств абсолютно неправильно, абсолютно невозможно. Вы просто ничего не поймете, не увидите и не суть. Иран – это община, я как раз сегодня в закрытом канале своем детально это разбирал. И Иран, вот эта вот исламская часть Ирана, там есть значительная часть либералов, которые ненавидят это все. Но поверьте, это 20%, не больше. А все остальные – это люди верующие. Они во что они верят? Они верят в то, что Иран, эта вот община шиитская, она как бы незримо живет в ожидании страшного суда, конца света. И сокрытый имам, потомок пророка Мухаммеда, 12-й имам Махди Мухаммед, мальчик такой, значит, 12-летний, он как бы находится от нас на удар сердца. Вот во времени. Мы его не видим, он нас видит. Это такое мистическое существо, который жив, который иногда является людям. Я сейчас описываю вещи, которые многим кажутся сказкой, но, поверьте, подавляющее большинство иранцев в это верят и соотносят свою жизнь с этим. Рахбар, который был убит в момент переговорного процесса, это как бы его тот, задача которого готовить вот эту вот общину к моменту страшного суда, когда придет имам Махди и возглавит общину правильных, а это не маленькая община, это там несколько десятков миллионов человек, против армии, которую будет возглавлять Даджал, сын погибели, сын зла. Это исламский вариант антихриста. Ну, нетрудно догадаться, кто у нас претендует на роль сил зла, понимаете? В частности, претендуют те, кто подло убил Касыма Сулеймани, заманив его для переговоров в Ирак, главу, значит, корпуса стражи исламской революции, кто убил Рахбара и его жену, кто убил иранских девочек, кто убил Алила Риджани,
госсекретаря Ирана. Кто вообще совершал эти ужасные Да, политические и вот сейчас убийства. на переговорах, пишет пресса, хотели убить. Ну, Галибафа и, Ну, я в это не верю. думаете, утка. Ну, просто дело в том, что Трампу это уже как бы неинтересно. Трамп, если Трамп это сделает, то сорвутся все его планы. Его Так внутри Америки просто Нетаньяху съедят. интересно. А? Нетаньяху интересно. Ну, Нетаньяху, да. Нетаньяху может быть. Ну, я не думаю, что у него... Где хотели убить Галибафа? На каких переговорах? Ну, Я тоже смотрите, они пропустил. должны были в Швейцарии физически подписать, а подписали вот этот меморандум, самый первый, удаленно. И вполне сначала пустили эту версию, а потом немножко докрутили, раскрутили и поняли, что да, да, хотели Нет, на территории сделать. Европы, в Швейцарии Нетаньяху не будет совершать таких терактов. Это приведет к тому, что он и его банда окажутся полностью вне закона, и все отношения с Израилем и Европейского Союза будут разорваны. На территории Европы Израиль не будет совершать таких деяний. Одно дело это там где-то какого-то палестинского активиста застрелить, понимаете, а другое дело это вот убить вот так вот. Вот это на территории Европы. Это им никто не простит, они это делать не будут. А убить на территории Ирана, да, они вполне могут. Они это неоднократно уже пытались сделать, делали. Ну, сейчас, я надеюсь, иранцы уже научены горьким опытом. И уже сейчас по-другому уже как бы относятся к вопросам Так безопасности. будет вторая серия, Максим Леонардович? И со стороны США не будет, нет. Трамп как бы проиграл, потерпел поражение в войне с Ираном. Его в это дело втянули. А дальше договариваться будет Венс. Венс – это католик, католическая церковь. Либо Венс, либо Ньюсом. Вот в 28 году на выборах США, скорее всего, два католика будут конкурировать между собой. Джей Ди Венс, католик, и Гэвин Ньюсом, демократ, католик. И те хотят с Ираном договориться. И те понимают, что война с Ираном и вот эта проба пера, проба войны в марте показала, что эта война может перерасти в такую эскалацию и нанести такую, Америку втянуть в такой как бы кошмар, да, по сравнению с которым и Вьетнамская война покажется сказками, как бы такими, доброй сказкой, если это применимо, конечно, к такому ужасу, каким была Вьетнамская война или Корейская. В общем, Америка, на самом деле, очень, очень хорошо помнит опыт Кореи и опыт Вьетнама, и опыт Ирака, который был не так давно, которые все начинались тоже с блицкригов, а заканчивались потом тем, что, в общем, и из них непонятно, как были вылезать. Поэтому то, что американцы сейчас это вот сделали, я думаю, что это даже не Трамп принимал решение, а на Трампа оказали просто очень серьезное давление американские, серьезные элиты, серьезные группы политические. Потому что ведь Конгресс ему сейчас запретил вести войну, Трампу-то, Ну, он-то на и не самом деле. вел. Ну, это же страна А? юристов, Максим Леонидович. Это не война, это не использование против... Это... Ну, это, знаете ли, все вот так вот, да, но многие вещи, они после выборов в Конгресс в ноябре, когда демократы, скорее всего, и антитрамписты получат большинство в обеих палатах, ну, они как бы по-другому будут совершенно смотреться. Уже демократы заявили, что уже готовят как бы полностью документы по импичменту Трампа, они готовы. Я думаю, что Трамп после выборов в Конгресс скажет: я устал, я ухожу там. Ой, я болен, я себя плохо чувствую, ой, пойду к Мелании. Потому что он не будет, естественно, ждать позора, что его лишат президентских постов. А если Трамп уходит, президентом автоматически становится Венс. Венс, который уже с иранцами имеет уже как минимум два контакта личных. Понимаете? Первый, это, как говорят, он еще в Пакистане, они обменялись чуть ли не рукопожатиями с Галибафом, Венс. И здесь, значит, вот этот вот мизансцена, которую мы все видели, когда там входил Аракчи, Венс там якобы там и так далее. Но Венс, еще раз говорю, помимо у Венса есть две легитимности. Он делегирован двумя центрами силы. Американским народом, как вице-президент, и католической церковью. Это был последний политик, который принял умирающий папа этот самый, как его, Франческо, да? Ну, Франциск, да. Угу.
Франциск, да, папа Франческо. Последний политик, благословленный умирающим папой. Предпоследним, кто посетил папу, был король Карл III. Это была такая манифестация просто планов традиционалистского клуба. Католическая церковь, клерикалы стоят выше аристократов в католическом клубе. Вот католическая церковь выше, чем аристократы. Именно поэтому не папа приехал к королю, к королеве Елизавете, а король приехал к умирающему папе. Интересно, кто Зеленский? Клерикал? Зеленский – это инструмент. Зеленский – это инструмент. Зеленский – это актер, инструмент, актер, которого это находка для них, понимаете? Находка. Это человек, еще раз говорю, которого эмоционально, которым очень легко манипулировать. У Зеленского вообще не холодный рассудок. Я ничего не сказать, он человек как бы не трусливый, и это очевидно совершенно, да. Но просто это человек, которому просто ему, вот они ему говорят, какой он великий, какой он удивительный, да, и все, и больше ничего не надо. Да, друзья. И он готов вести до конца это все, понимаете? Да, готов отозвать был из Стамбула переговоры, значит, отозвать этого Менгрела, как он там был в Стамбуле, короче. Значит, друзья, вот видите, вот мы так вроде как Максим Шевченко отказался от участия, но мы так вот на это и вышли. В вопросе. Значит, такие итоги получились. Если бы вам предложили деньги ставить на уход в 2026 году из политиков кого-то, то кого? 6% Путин, 7% Трамп, 36% Зеленский, 50% деньги поставили бы, что все в этом году еще останутся. Вот все еще в этом побудут. То есть вот такой у нас получился сегодня вопрос. Давайте в режиме Блиц пройдемся по вопросам нашей аудитории. Друзья, всех приглашаю на канал Максима Шевченко и на тот канал, который он упоминает, это закрытый. Да, то есть, канал «Смысл», да. Да, и абсолютно тоже публично подобное, не подобное, свои уникальное. То есть имеется в виду рубрика подобное, в принципе, присутствует с ответами на вопросы, поэтому следите за YouTube-каналом. Поехали. Так, значит, начнем с сообщества YouTube отсюда, пока пишите в чат вопросы. Максим Леонардович, скажите, для КПРФ это крайние или последние выборы в Госдуму? И второй, если можно, вопрос к вам, как знатоку Ближнего Востока. Скажите, как вы оцениваете Хамас и новую дроновую войну в Ливане? Спасибо. Всем добра. Такой вопрос. Ну, для КПРФ это не последние выборы. Ну, если вообще выборы еще будут дальше. Потому что если у нас там звучат предложения, что все, кто не голосует за Единую Россию, голосуют за Зеленского. Да. Я не знаю, тогда, может, выборы вообще последние. Я вообще не сторонник выборов вот во время войны в такой ситуации. Я, наоборот, считаю, что выборы – это как бы напрасная трата денег. Но неважно, нет, не последние. Что касается Ближнего Востока, Хамас – это одно из партий, которые защищают права и интересы палестинского народа исторические. То, что Хамас – это исламское движение, так и большинство палестинцев – это и мусульмане. В Хамас входят и православные. Хамас выдвигал в кандидатам, выиграв на выборы там, в 2006 году, когда еще не было войны, Хамас выдвинул в парламент Палестины православного Хасама Аттауи, специально, сознательно, чтобы как бы, их не обвиняли в исламизме, но их никто не позволяет это делать. Хамас – это партия, самая сильная, представляющая интересы палестинского народа. В палестинском движении много партий: ФАТХ, Хамас, Народный фронт, Демократический фронт, там, Исламский джихад. Название страшное, но по сути это не такая страшная как бы сила. Это вот палестинские партии. Если закончится война, я думаю, что все они станут мирными и, в общем, будут строить палестинское государство. Второй вопрос – дроновая активность. Да, в Ливане. У меня даже не дроновая активность Хизбаллы интересует, а то, как Израиль не заметил 4 лет российско-украинской войны. Понимаете? Когда сейчас на танках Меркавы начинают приваривать там сетки защитные, то, что в наших, как говорится, пространствах было 3 года назад, да, начиналось только.
То есть вот вообще генералы, как правильно говорят, живут прошлыми войнами. То есть Хизбалла молодец. Их бьют, им после тех страшных ударов, которые Хизбалла получила, Ну, вследствие того, что операция с пейджерами чего стоит только. пейджеры, убийство руководителя шейха Насраллы, против которого были применены там десятки бомб, которые были ударены в одно место, значит, разрушение Бейрута. Никто там не щадил никаких людей, так они хотели его убить. В общем, несмотря на это, Хизбалла не просто там сопротивляется, она наносит Израилю очень серьезные удары. И, в общем, ну, дело в том, что шииты юга Ливана – это древняя община, которая там существует как минимум с 7 века на юге Ливана. И она живет в этой ситуации перманентной партизанской войны последние примерно 1300 лет. Мгм. Понимаете, если не больше. Так, И, в следующий общем, вопрос, да. да, и поэтому для них как бы даже переход как бы в такое полупартизанское сопротивление, ну, ничего нового не будет. Они к этому ментально готовились на протяжении столетий. Это не новая структура, не новая партия. Вот Сахаль, вот Израиль – это новая организация, возникла там в 1948 году. А это старая система. Лучше бы, конечно, чтобы войны не было. Я хочу, чтобы они перестали друг друга убивать, помирились и, в общем, жили тихо, мирно, спокойно, как надо жить на прекрасном Ближнем Востоке. Мгм. Дай бог, так будет. Петр, зачем вообще нам придумали каких-то омбудсменов, когда были нормальные, понятные, уполномоченные? Ну, это вот такое В смысле, раболепие. слово придумали? Да, раболепие перед вот этими Ну, я не словами знаю. Вот Запада. Яну Лантратову надо назвать не омбудсмена, а омбудсвомен. Если так правильно по Тоже закону. верно. Да. Ну, я не знаю, зачем вообще эти англицизмы, я их не поклонник совершенно. Спикер, Мгм. понимаете, там парламент, омбудсмен, премьер-министр. Марина интересуется. Максим, Александр, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как вы думаете, на что обменяют Крым? Вот такой вопрос. Никто ни на что не обменяет Крым. Не стройте иллюзий. Даже если будут... Я предвижу, что украинская сторона скоро десанты организует в Крым сознательно, но сил не хватит ни у кого, поэтому никто ничего обменивать ни на что не будет. Мгм. Лина Востроилова, Максим Леонардович, смогут ли украинцы, чтобы прекратить войну, начать говорить себе правду? То есть, что война пришла с теми, кто активно стал бороться за Украину на Майданах, и чем больше бороться, тем больше войны и проблем для Украины. Нужно избавиться от этих борцов, значит, и от проблем для Украины. История и политика – это не карточная колода, которую можно перетасовать и пересдать легко, понимаете? Есть вещи, есть цепь событий, которые необратимы. И главное в этой цепи – это кровь, человеческие жертвы. Слишком большие жертвы уже принесены на алтарь раздела бывшего советского. Я эту войну воспринимаю, я же сказал как, это раздел советского наследия. Вот была война за испанское наследство, а это война за советское наследство. Есть что делить. Даже спустя 30 лет есть огромное богатство, созданное трудом советского народа. Ничего нового практически не создано ни в Украине, ни в России, по большому счету. Это все же старое. Это огромные деньги. Поэтому я думаю, что не все так просто, к сожалению. Так нельзя так, знаете, взять, так закрыть Мгм. глаза, открыть, и чтобы все как бы и исчезло. Виктория, Максим Леонардович, добрый вечер. Вопрос, почему боевые действия и ужасы войны в основном в русскоязычных городах Юго-Востока, а про запад Украины слышно меньше или практически ничего? Заранее спасибо. Ну почему? Там ракеты прилетали и по Львову, как я помню, и по Луцку, и по Тернополю прилетали ракеты. Даже по Ужгороду, по-моему, прилетало что-то. Ну, потому что на Востоке идет война, потому что война идет на Востоке. Потому что все это началось вообще, честно говоря, вот так все началось с того, как Порошенко объявил антитеррористическую операцию в июне 2014 года. Я прекрасно помню, по-моему, это был 13 июня, если мне память не изменяет. А то вместо переговоров, значит, с Верховным Советом ДНР, с Верховным Советом ЛНР, вместо разговоров их объявили террористами, их объявили ватниками, их объявили
в общем, как бы недочеловеками. Я прекрасно помню это все. Я в Киеве бывал до лета, буквально до... Я занимался там освобождением журналистов Марата Сайченко из, значит, Лайфа там, и, значит, и второй был, там, тоже не помню, как его звали, Сидякин, по-моему, Антон Сидякин, Марат Сайченко. И, в общем, я помню, как объявляли жителей Донбасса и Луганска такими как бы недочеловеками. Вата. Вата даже придумали такое. Вот Колорадо, там вата, да. Колорадо, Вата, да, значит, вот прогрессивные живут в Киеве и в Днепропетровске, а там Колорадо и Вата. И потом бы объявили АТО. Вместо того, чтобы с ними договориться, вместо того, чтобы там приехать там и пригласить к себе там в Киев там Александра Захарченко или Плотницкого, говорят, это никто. А, извиняюсь, а в Киеве кто был? Кто-то, что ли? Шоколадный король стал президентом Украины. Законный президент был Янукович. Его же незаконно свергли, по большому счету. Поэтому я-то считаю, что вся эта ужас начался с АТО, когда 30-тысячная группировка украинской армии двинулась против граждан Украины, по большому Ну, счету. подождите, ну, Россия-то признала Порошенко, признала все эти выборы, все Это признала. другой вопрос. Это я Ну, вообще против этого. Я вообще не понимаю. Я и тогда был против этого. Я активно выступал против этого. Я вообще считал, что Россия не имела права как бы отказывать Януковичу в праве оставаться президентом Украины. Плохой Янукович или хороший там Янукович, это украинскому народу решать. Его надо было просто переизбрать, и все. Вон Трампа тоже многие ненавидят в Америке, понимаете? Сейчас начнут Трампа свергать, это же никто не поддержит. Поэтому просто Украину превратили вот в арену войны гражданской. Майдан, значит, вот это вот вся эта пальба на Майдане. Потом, понимаете, АТО, пошло-поехало. Стрелков, АТО, манипулятивный акт это все. Как будто ее раскачивали. Украина-то не хотела воевать сама по себе. Но если уж Порошенко был президентом, объявлять АТО – это совершать преступление против граждан Украины. Я считаю, что АТО Порошенко – это и было подлинное начало большой войны, которая сегодня вот пришла к тому, к чему мы имеем. Поэтому Если ты русскоязычные президент, регионы, да. и ты как бы ощущаешь себя президентом, приедь в Донецк, приедь в Луганск. Чего Порошенко туда-то не приехал? Да все ждали, что Зеленский приедет. Ну, вот да, тоже он же шел к власти под лозунгом «Я остановлю войну». Да, я приеду. И была реально там, ну, Да, люди, инсайды говорили там о том, что в команде реально обсуждали приехать в Донецк вот тогда, в 19-м году. Когда-нибудь мы точно узнаем, как совершалось преступление под названием «современная война», как она планировалась, задумывалась и осуществлялась, понимаете? Здравствуйте, Александр, уважаемый Максим Леонардович. Давайте уже заканчивать, Саша, уже надо. Ну, давайте пару вопросов еще из чата. Да, вот да. это чат. Скажите ваше мнение, что ждет Россию в ближайшее время в связи с проблемами экономическими? Какое-то вот такое видение или прогноз просят люди. В ближайшее время проблемы будут преодолены. То есть хуже не будет? Не недооцените, ну, будет хуже, наверное, но не недооценивайте потенциал огромной страны. Угу. Эффектные взрывы НПЗ, как говорится, на самом деле, ну, осложняют жизнь, но в целом ее не, в общем, не превращают во что-то иное. Ой, так любят зрители дискутировать. А что это тогда Азаров и Янукович сбежали, спасая свою шкуру, бросили? Это другой вопрос. Я считаю, Янукович не имел права убегать. Я считаю, Янукович должен был приехать в любой город Украины, где он мог бы... Если у него в Киеве не было мест, значит, надо было в Харьков приезжать или в Донбасс приезжать, понимаете? И сказать, я президент Украины, взять булаву. Как он присягу приносил? С булавой и на Конституции. Там Библия была у него второй, не помню. Сказать, я как президент Украины обращаюсь к вооруженным, к сбройным силам Украины с призывом как бы встать на мою сторону. Я вот... Но он же это не сказал. Конечно, это тоже, как говорится, вопрос. Когда-нибудь мы узнаем, почему он это не сказал. Он нам так до сих пор и не открыл правду, почему не исполнил свой долг. Он же клялся защищать народ Украины, клялся. Он не исполнил свой долг. Это именно был тот шанс, мятеж,
значит, на Майдане, это именно был тот момент, когда он должен был исполнить свой долг как президент Украины. А он позорно сбежал. Да, друзья, всем большое А спасибо. Азаров-то что? Азаров премьер-министр. Понимаете, Азаров за экономику отвечал, а не за вооруженные силы. Ну, у него, Вооруженные силы... да, не было полномочий таких. Он даже Конечно. не спикер Рады, там, если бы спикер Рады как-то потом... Ну, в общем, там же в Раде был переворот тогда, действительно. Друзья, всем большое Да, спасибо. в Раде был переворот. Я помню, как избивали депутатов из партии регионов. Понимаете? Прекрасно это помню. Мусорная люстрация, бросали в мусорные баки. Ну, это же, понимаете, это все вот то начало, о котором все уже забыли. Ну, наверное, это и логично, потому что сейчас-то ужасы страшнее. Ну, сейчас гибнут люди, умирают, Конечно. погибают. Поэтому Да. в любом случае это все надо заканчивать и останавливать. Но, как это, без первопричин, ну, в общем-то, без понимания этого не получится. Максим Шевченко был моим собеседником сегодня. Спасибо вам большое за время и мысли. До свидания. Друзья,